середине августа, когда температура в тени достигла 36 градусов при влажности воздуха 88%, Марк Рейнольдс, старший инспектор службы контроля дикой природы Флориды, проводил плановый обход северной части Эверглейдс. Он заглушил двигатель аэробота, когда заметил 4-метрового самца-аллигатора, который занимал одну и ту же позицию на илистом берегу в районе 54-й мили на протяжении 3 суток. Поведение хищника было аномальным. Он не уходил в воду для терморегуляции и игнорировал потенциальную добычу, удерживая массивную нижнюю челюсть на плоском предмете, облепленном речной тиной и гнилой растительностью. Марк использовал 10-кратный бинокль и зафиксировал, что под головой зверя находится армейский кейс из ударопрочного полимера оливкового цвета, снабженный усиленными стальными замками и техническим серийным номером на боковой панели. Аллигатор не проявлял признаков болезни, но при попытке сближения издавал характерное низкочастотное шипение, не покидая своего поста и еще сильнее прижимаясь горлом к крышке контейнера. Через полчаса на место прибыл второй патруль под руководством офицера Миллера, и мужчины подготовили длинные зацепные шесты и баллоны со сжатым воздухом для дистанционного оттеснения животного. Зверь весил не менее 400 килограммов, и любая ошибка при маневрировании в узком протоке могла привести к перевороту лодки. «Миллер, бери шест и отвлекай его от морды, а я попробую подцепить ручку с левого борта», — скомандовал Марк, удерживая катер на малых оборотах против течения. Когда им удалось сдвинуть тяжелый кейс на полметра, аллигатор мгновенно развернулся и ушел в глубину, оставив на иле четкий след от своего брюха. Контейнер весом около 8 килограммов оказался полностью герметичным, а на его защелках сохранилась целая свинцовая пломба с маркировкой Министерства энергетики США. Вскрыв замки с помощью болтореза, инспекторы обнаружили внутри многослойную свинцовую защитную оболочку, в которой находился стальной цилиндр с мигающим красным светодиодом и внешним датчиком давления. Техническая маркировка на корпусе указывала на наличие радиоактивного изотопа 7-го класса опасности, который являлся частью промышленного сканера, официально пропавшего после аварии грузовика на шоссе А-75 2 недели назад. «Закрывай крышку, отойди на 10 метров и немедленно вызывай службу штата по линии экстренной связи», произнес Миллер, уже потянувшись к рации на поясе. Находка стала причиной введения режима чрезвычайной ситуации в радиусе 30 километров, а все подъезды к участку были заблокированы силами Национальной гвардии в течение 2 часов. Группа специалистов по радиационной безопасности подтвердила, что изотоп находился в критическом состоянии из-за длительного воздействия внешней температуры, и если бы не нахождение в тени массивного тела животного, могла произойти утечка. К вечеру район был полностью оцеплен, а информация о том, как секретное оборудование оказалось в глубине болот, стала предметом закрытого федерального расследования, которое длилось более месяца. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.